Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня, какие же события у вас на пороге. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, в каких энергиях сейчас вы, какая у вас жизненная ситуация проигрывается. У вас сейчас сразу же четко видно вот переживания именно в плане чувств, эмоций. Вот вы знаете, вот хочется сказать, сидите как будто у разбитого корыта. Все пошло не так, как вы хотели. Может быть, вас либо же обманули, либо предали. И даже вот знаете, у вас сейчас по жизни вроде бы и есть какие-то шансы. Можно было бы и отношения начать, как-то изменить свою личную жизнь. Но вы даже не хотите замечать те шансы, которые вокруг вас. Вот вам вроде бы Вселенная подает руку помощи, да, вот вокруг вас есть женщины, есть. Но я никогда не поверю, что не бывает возможностей. Просто мы их не всегда замечаем. Так вот, у вас сейчас приблизительно такая ситуация. Вы, ну, как будто не замечаете, вы просто не хотите замечать эти возможности. Вы либо же, может, не в тех местах бываете, либо у вас настроения нету, либо же еще вот эта вот душевная рана ваша не зажила, недоверие, они вам не дают покоя, потому вы особо ничего не делаете и, ну, не суетитесь вы просто по поводу личной жизни. По работе у вас скорее такая вот работа, где вы не один, вот то ли командная работа, группа людей может быть, ну то есть вы не сидите один в кабинете. Я не говорю, что это у всех из вас. Мы помним, что это общий расклад, да? У вас грядут какие-то, может быть, даже новые проекты по работе, новые возможности, может быть, это будут какие-то новые технологии, ну какое-то вот новшество сейчас вот на стадии разработки у вас, именно вот по работе идет. Также, знаете, вот у вас сейчас состояние такое, ну вот, как же это правильно назвать, когда вот вся жизнь разрушена. Вот помимо того, что я только что вначале говорила, у вас эмоции так ниже плинтуса, ничего не хочется. Вот у вас такое состояние, как будто разрушена вся жизнь. То есть в вашей жизни произошло некое событие, которое просто сразило вас наповал. Вы стоите, знаете, вот на ступени, уже на краю новой жизни, совершенно новой жизни. У вас начинается жизненный этап. У кого-то это может проиграться новая жизнь без вашей женщины, да, если вы расстались, допустим, либо же развелись. То есть у вас начинается совершенно новая жизнь, которая будет другая. Она будет совершенно не такая, как была. Так, что еще у вас будет? Знаете, вы по жизни очень такой вот бережливый человек. Вы привыкли деньги вот не транжирить направо и налево, а как-то вот, может быть, либо собирать, чтобы купить что-то стоящее, либо же поехать куда-то на отдых. Ну, как-то вот по жизни вы копеечка к копеечке привыкли собирать. Я не могу сказать, что вы вот прям транжира такой. Да, был у вас период, когда вы много денег тратили на женщину. Это тоже было в вашей жизни. Может проиграться еще, знаете, у вас ностальгия по тем временам, которые были раньше. Вот если была семья, дети, да, то вы все чаще как-то вот вспоминаете, грустите за теми временами, когда было все хорошо. Финансовая стабильность, в принципе, у вас неплохая. Могут быть даже какие-то денежные поступления, причем большие суммы. Причем вы эти деньги ожидаете. У кого-то это может быть долги какие-то, у кого-то это наследство.
у кого-то, я не знаю, там премия или еще что-то. Ну, то есть вы ждете, и вы должны получить эти деньги, которые вы ждете. Так. Да, вот вы себя, знаете, вот оградили сейчас от всего. Вы оградили, вот ушли полностью в работу, и вообще вы как-то вот последние годы, может быть, либо же последнее время, вот как-то, знаете, к людям так очень с опаской относитесь. Это могло быть после того, как то, что вас предали, да, это одно. Может быть, после того, как вам кто-то даже из друзей, либо же по работе вставил нож в спину, да. То есть какие-то вот были моменты подставы, может быть. И вы сейчас, так знаете, на людей вот смотрите очень и очень с опаской. Вы не доверяете особо по жизни людям, потому что много раз вас подставляли, либо же предавали. Плюс вы знаете опыт своих каких-то, может быть, друзей, знакомых, которых тоже предавали. Вам жизнь вообще, знаете, вот дает много шансов. Вот по жизни, в разных сферах, и по работе, и в личной жизни. Вот вам дается всегда множество шансов, но вы то ли как-то вот, то ли вы робкий слишком, то ли нерешительный, что вы, бывают такие моменты, вы упускаете свои шансы. Может, кто-то из вас упустил работу стоящую, а потом пожалел. Кто-то, может быть, упустил женщину, которая попадалась вам довольно неплохая, да, вы это понимали. Но по какой-то причине вы ее потеряли, либо же не смогли с ней завязать отношения, а потом жалели. Вот как-то у вас по жизни много дается шансов. Ну, много, выбор большой у вас. Но вы то ли не хотите замечать, то ли не замечаете. Вот то ли вы постоянно сомневаетесь, что выбрать, что лучше. Как-то вот, знаете, вам толчок нужен. Вот нужно вам какое-то то ли плечо поддержки, да. Нужен человек, который скажет, вот, да, молодец, вот, выбирай вот эту работу, либо же вот эту женщину, вот тебе надо это сделать, тебе надо то сделать. Как-то вот такой вот. В этом плане вы немного нерешительный. В денежном плане, в принципе, вы довольно такой стабильный. Но вот то, что касается женщин, да, вы себя сейчас пока закрыли от женщин. Но в дальнейшем у вас появляется королева кубков, которая говорит нам о том, что это новая женщина, новая любимая женщина, новые отношения. У нас на дне колоды даже туз кубков, который говорит о новом начале, начале новых отношений, когда эмоции переполняют. Так, что еще у вас на пороге? Да, у вас грядут кардинальные перемены. Перемены, причем, вот знаете, вас кто-то надоумит еще вам, вот именно по работе. Вас кто-то надоумит, что-то подскажет, может быть, поехать куда-то, либо же на какие-то курсы пойти, какая-то переквалификация. Ну, какой-то человек, то есть вам поможет вырасти по карьерной лестнице, либо же подскажет, где вам подзаработать можно, да, вот в неурочное время, так сказать. То есть какой-то человек вас направит совершенно в другое русло, и вы немного отвлечетесь от вот этих своих каких-то страданий, переживаний, страхов. У вас довольно неплохая вот денежная карта падает. Хотя у вас были по жизни периоды, когда вы, может быть, копейки даже считали, и, может быть, не хватало там, я не знаю, на еду, на квартиру. Были тяжелые финансовые моменты. Дальше. Вот эта вот женщина новая, которая будет в вашей жизни, которая у нас выпала королевой кубка. Женщина стабильная для серьезных отношений. Женщина, которая разбудит вас вот какого-то романтика, что ли. Хоть вы, может быть, по жизни не такой уж прям романтик, да, серенады не будете петь под балконом. Но вот с ней как-то вам захочется, да, какой-то там, я не знаю, ужин при свечах, может быть, сделать. Захочется
какой-то такой небольшой сюрприз ей сделать, чем-то ее удивить, чем-то порадовать. Женщина, вот у нас выпала карта справедливости, которую вы заслуживаете по достоинству. Вот это будет именно женщина, которую вам посылают свыше, вот как награду, знаете, за те ваши страдания, которые были. Причем, посмотрите, у нас и королева кубков выпала, и король кубков, это вы. То есть вы точно так влюбитесь в эту женщину. Это будет женщина для серьезных отношений. Так, хотя, ну как же без сомнений, ну конечно же, вы же любите во всем сомневаться. Вот вы настолько погрязли вот этих своих каких-то, знаете, в сомнениях, опасениях, в своих негативных мыслях и в недоверии, что вы поначалу вот даже будете сомневаться, стоит ли начинать новые отношения или нет. Хотя эта женщина поначалу вам сразу, она очень понравится. Но вот эти вот колебания, сомнения, да, они вам не будут давать покоя. Так. Все будет хорошо. У нас карта Солнца выпала. Вот смотрите, что у нас получается. Поначалу вы будете, конечно, сомневаться, да, та ли женщина, получится, не получится, буду ли, не буду. Но в итоге, конечно, она ваша императрица станет. Вы постепенно будете с ней сближаться как-то, да, все больше общаться, и вы поймете, что это человек, с которым вы на одной волне. И тогда уже вы начнете больше проявлять инициативы, больше, я не знаю, чаще звонить, чаще приглашать на свидания. Ну, как-то вот оно у вас понесется по накатанной. Если поначалу это все очень медленно будет развиваться из-за ваших страхов, опасений, то потом у нас по колеснице уже отношения помчат просто. Просто это будет все быстро, вскружится голова ваша, и все помчит. Помчите вы вперед. Да, очень стремительная карта у нас выпала. Да, все будет очень хорошо. Вот знаете, вы с этой женщиной почувствуйте себя вот хозяином ситуации. Вот если в прежних отношениях, может быть, вас вот опустили, загнобили, грубо говоря, да, то здесь вот вы как-то превознесетесь и почувствуете себя хозяином ситуации. Вот когда вы почувствуете, что вы мужчина, вы голова, да, вы главный, вы решаете какие-то основные вопросы, да, вы, может быть, отвыкли уже даже от этого. С этой женщиной будет легкость. Посмотрите, даже вот семья проигрывается. Семья, дети могут быть, финансовый достаток. Потрясающая карта у нас на дне колоды, да, которая говорит также о начале вашего такого очень активного этапа. Это хороший этап и в сфере деятельности. Кто хочет, допустим, поменять работу, либо же какие-то новые проекты, может быть, там, я не знаю, новую фирму открыть или еще что-то связанное с работой начинать. Будет очень удачный период у вас. Поэтому, дорогие мужчины, в общем-то, грустить незачем, переживать незачем. У вас начинается очень хороший этап и в работе, и в финансах, да, и, конечно же, в любви. Поэтому ждите, все будет хорошо, и в вашей жизни все наладится. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!